Привет, с вами Каска. Насколько ты правильно слышал, PlayerUnknown's Battleground, либо PUBG, PUBG, PUBG и так далее стал бесплатным. Хорошо это или плохо, не мне рассуждать. Я тебе покажу пару настроечек в самой игре, в самой винде, чтобы хоть чутка на твоем калькуляторе увеличился FPS. Либо же просто повысилась производительность. Плавная картинка, меньше лагов, меньше фризов. Для начала тебе нужно зайти в саму игру. Зашел? Окей, нажимаем настройки, далее настройки, первая вкладка графика. Если у тебя видеокарта Nvidia, запись основных моментов обязательно отключаем. Перед своими друзьями сможешь похвастаться потом, типа, можешь записать на телефоне, я не знаю, или отдельно поставить запись, но лучше отключи. Режим отображения, ставим полный экран. Я знаю, есть челики, которые ставят, допустим, оконный, либо без рамок в основном, да, как делают, для того, чтобы быстренько сворачиваться. Чуваки, не стоит этого делать. Если ты хочешь посидеть ВКонтактике, в ютубчике, выходи из игры, сиди там, потом как захочешь поиграть, заходишь в PUBG, ставишь полный экран и играешь. Не нужно сворачиваться, заниматься этим бредом. Разрешение ставим по соотношению к вашему монитору. Я бы так сказал ранее, но если ты безрукий и тебе важна картинка, можешь стать хоть 4К, 60 Гц, 2К, но если ты хочешь хоть что-то делать в игре своими ручками, ставишь 1920 на 1080, это просто обязательно. Если ПК у тебя очень слабый, тогда ставишь 1280 на 720. Картинка ухудшается неплохо, но и FPS прибавляется тоже неплохо. На более мощных системах это будет не так заметно, если ты поставишь это разрешение. Ограничение FPS для лобби. Это просто must-have, ставим 60 FPS, 100%. Лимит FPS в игре, без ограничений. Сглаженная смена кадров. Отключить. Яркость. По желанию, масштаб отображения. Снова же, если ПК у тебя средний и выше, оставляешь по дефолту. Выше не ставь, не будь дурачком. Если у тебя пекарня очень слабая, ставишь 70-80. 5-80, где-то так. Поле зрения от первого лица, то есть FOV. В некоторых играх влияет на FPS, в некоторых нет. После CSGO я привык на 90, поэтому я оставляю по дефолту на 90. Ну и самое интересное, если ты новичок, то тебе будет, конечно же, интересно. Если ты старичок, то ты уже давно это все прекрасно знаешь. Дефолтные самые лучшие настроечки это сглаживание ставим либо высокое, либо ультра. Постобработка очень низкая, тени очень низкая, текстуры то же самое, высокая либо ультра. Все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 2 гига и ниже, ставишь очень низкое-низкое. Если 4 ставишь среднее, если 6 ставишь высокое, либо ультра. Без разницы. Я ставлю просто на высокое. Эффекты. Очень низкая, листва очень низкая и дальность видимости тоже очень низкая. Не переживай, челиков ты будешь видеть по-любому, хоть с километра, хоть с 2 километра. Это никак не влияет на прорисовку самих персонажей. Резкость, вертикалка, размытие движения по желанию. Кроме вертикалки, конечно, я лучше отключай, потому что будет input lag. Версия DirectX. Если ты любишь что-то потестировать, то можешь тестировать. Флаг тебе в руки и удачи. У нас есть DX11 Enhanced, DX12, который почему-то вечно бета-версия, недоработана, что в Fortnite, что во всех играх. Короче, забей. Ставишь просто DX11 и не паришься вообще. И нажимаем применить. Дальше переходим мы, наверное, куда? На звук. Я обычно ставлю чуть меньше, где-то 80%. Ну тут, конечно, все зависит от твоей серной массы в ушах. Кто-то ставит 100%, кто-то 50%. По желанию. Громкость музыки отрубаешь. Интерфейс можешь тоже, в принципе, отрубить, но я ставлю где-то 50%. Звуки в игре примерно как и общая громкость. Громкость эмоций, если тебе 10 лет, можешь поставить на 100%. Если тебе 11 лет, то ставишь на 0. Режим голосового ввода. Тут, конечно, можешь вообще просто выключить, что тебе и советую. Но самое главное, это канал голосового чата. По-любому его включаешь, ставишь где-то 70%, микрофон свой ставишь на 100%. Это делаем для того, что если ты кого-то убьешь, обязательно что-нибудь прокричи. Переходим на управление. По-любому делаешь настроечку чувствительности, без этого ты понимаешь, шутер вообще не поиграть. Привязка клавиш я оставляю в основном многие настройки по дефолту. Меняю только парочку настроечек по типу пинговать, либо ближний бой и все в этом духе. Игровой процесс более интересное. Отображение персонажа на экране инвентаря. Вообще лучше всего, наверное, отключить. Но мне нравится смотреть на своего челика, точнее на свою подружку, поэтому я включаю. Режим цветовой слепоты. Если ты слепой, то ставишь обычно. Если у тебя хорошее зрение, плюс 100, ставишь, допустим, тританопия. Цвет
прицела тоже можешь сделать настроечку любую, абсолютно, там что-то себе под себя, там, я не знаю, если ты это все умеешь, если ты видишь, это хорошо. Мне же нравится больше голубой цвет, потому что я Так, да уж. Самое главное, ищешь функционал. Это где-то вот здесь вот. Режим огня по умолчанию для пистолетов, пулеметов, штурмовых винтовок, пулеметов, автоматов, калашей, всего что угодно. Ставишь просто на авто. По-любому 100%. Такое бывает очень часто. Ты подбираешь, допустим, какую-нибудь ППшку, и у тебя стоит либо один, либо очередь. А ты понимаешь, что тебе нужно убить чувачка очень быстро. Поэтому ставишь на авто, чтобы всегда было все авто. Если нужно будет переключиться на одиночный режим, я не знаю, зачем это делать. В основном, конечно, на дальней дистанции, но окей. То переключаешься, нет проблем. Плюс казуальные фишки по типу автоэкипировка, модулей, клавиши взаимодействия и так далее можешь включать. Спасибо PUBG Mobile. Повтор и запись мы отключаем 100%. Сеть, статистика отладки мы включаем. И после этого нажимаем применить наши настроечки. Ля, какая красотка, да? Ага. После того, как настроили графику в PUBG, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение MSI Util V3 и схема питания. Сначала откроем схему питания. Если у вас уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаем этот пункт. Если же нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, Ctrl плюс V и Enter. Закрываем и закрываем. Нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Для того, чтобы ее удалить, нажимаем на настройки схемы электропитания и нажимаем удалить схему. Открываем Steam, библиотека, находим PUBG, PKM, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр и переходим на локальные файлы, нажимаем обзор, TSL Game, Binaries, Win64, ищем приложение TSL Game, PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь нам нужно скопировать путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, закрываем все эти папочки, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у вас есть аппаратное ускорение, можете включить. После всех этих настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Но будьте внимательны, если вдруг вы стримите PUBG, то я не рекомендую включать аппаратное ускорение. У вас будет все отлично, картинка плавная, высокий FPS, а ваши зрители будут наблюдать не очень плавную картинку, будто бы ты плывешь в лодке. Нажимаем обзор, вставляем наш путь, TSL Game, добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность. В основном это помогает для тех, у кого ноутбуки. А ноутбуки, насколько мне известно, сейчас у большинства народа. Поэтому эта фишечка прям необходима. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у вас, конечно же, есть. Если нет, то очень хорошо. Нажимаем настройки, создание клипов и убираем галочку обязательно с записывать в фоновом режиме. Нажимаем закрыть и закрыть. Если у вас видеокарта от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia. Для тех, у кого видеокарта от AMD, чуть позже покажу, что нужно делать. Мы же переходим на регулировка настроек изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность, то есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нам нужно сделать пару настроечек. В принципе, можете ставить, как и у меня, при желании. То есть, в основном я все это отключаю. Самое главное это частота обновления, если у вас она есть, ставите высшее доступное. Размер кэша шейдеров не меняем, оставляем по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Если ПК супер слабый, то мы отключаем. Если средний и выше, ставим ультра. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Самое важное это фильтрация текстур качества. Ставим высокая производительность. Анизотропная оптимизация мы включаем. И трилейная оптимизация тоже включаем. После этого нажимаем применить. Переходим на настройки Surround, настройки Physics, выбираем нашу видеокарту. Это в том случае, если ваша видеокарта мощнее, чем процессор. В основном у нас в СНГ так и происходит. Многие люди покупают мощные видюхи, а процессоры у них какие-нибудь там пентиумы. Открываем наш архив, настройка видеокарты, AMD, Radeon. И здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Кстати, у меня вышли не так давно, буквально недельку
недельку назад 2 ролика по настройке AMD и по настройке NVIDIA GeForce. Все ссылочки будут в описании, я там показал просто пушечные настроечки. Рекомендую по-любому использовать. Теперь мы возвращаемся назад, еще раз назад. Приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора, обязательно от имени администратора, потому что люди запускают по-обычному, у них вылетает ошибка и пишут мне в комментариях в Дискорде, а почему мне доступ к реестру запрещен. Еще раз повторю, PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI, приоритет выбираем High. И нажимаем Apply. Будьте внимательны, как вы сделаете переустановку драйвера, все эти настроечки сбросятся по поводу MSI Util V3. Нужно будет снова зайти в MSI, сделать то же самое. Ну и самый сок, после которого все компы сгорают, это Twiki реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как их активировать, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать? Читаем здесь, либо гуглим. Занимает буквально минуту. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Очень важная фишечка. Нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете 2 раза LKM, да и ОК. То есть запускаете как обычное приложение. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет PKM и слияние. Многие почему-то боятся гуглить, я не знаю, им будто бы запретили доступ к гуглу или что. Чуваки, если вы боитесь, что я на ваших компах майню, правильно делаете. Нажимаете PKM, изменить, допустим, копируете эту команду, вставляете в гугле и читаете, что она значит. Значит что? Что мы отключаем. Что мы отключаем? Правильно, загугли узнаешь. Снова нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах все это отключаем. Если у тебя, как и у меня, значит ты молодец, ты умничка, ты активировал файл реестра. Переходим на Xbox Game Bar, мы его тоже отключаем. Обязательно. Далее, главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ, находим фоновые приложения. Здесь ищем Xbox и Xbox Game Bar. Мы их тоже отключаем. Ну и по дефолту можешь в принципе поотключать все самое ненужное. Типа ваш телефон, запись голоса, калькулятор. Зачем тебе нужны эти фоновые бесполезные приложения? Я не знаю. Либо вообще так берешь просто оп и отключаешь все. Можешь не переживать, после этого все приложения не будут работать. Никогда. Так, ну что, нам нужно загрузить NVIDIA Inspector. Можешь бить в гугле NVIDIA Inspector, там будет первая либо вторая ссылочка. Только будь осторожен, чтобы не было вирусов. Потом делаешь распаковку. Распаковку, блять. Далее мы открываем NVIDIA Inspector, нажимаем PKM, открыть, да, и Start Profile, то есть вот на этой зеленой штучка. В профиле пишем Players No Battleground. Так, я сразу предупреждаю, если у тебя комп средний и выше, то не используй NVIDIA Inspector, он в принципе не всрался. Если очень слабый и у тебя есть большое желание поиграть, то добро пожаловать, как говорится. И еще кое-что скажу, то что за него не банят. Ни в какой игре еще такого не было, чтобы забанили за NVIDIA Inspector. Это то же самое, что тебя забанят за панель управления NVIDIA, либо Radeon Software. За настройку видеодрайвера никто никогда не банил. Ты же не отключаешь тени, ты же не отключаешь траву, потому что этого нельзя здесь сделать, понимаешь? Ты просто херовишь графику. Короче, находим анти-алязинг суперсэмплинг. Выбираем Replay Mode All. После этого текстур фильтра Load Bias DX нас интересует в основном. Ставим, допустим, плюс 2, либо плюс 2,5, либо вообще плюс 3. В зависимости от твоей системы. Плюс 3 будут текстурки прям супер мыльные, но FPS дает неплохо. Где-то плюс 20 кадров, может быть 15. То есть для слабых систем, у которых там по 40 FPS, это очень даже играбельно. Ну и по приколу можешь то же самое сделать на Load Bias OGL. Тоже поставить плюс 3. Еще фишечка есть, где она у нас? Максимум pre-render frames. Что это такое, не буду объяснять. Просто ставишь либо 2, либо 3, либо 4. Я ставил 4, у меня работало просто красиво все. Поэтому тоже тестирую сам, потому что ты сам понимаешь, у всех системы разные, я не могу каждому прям подсказать, типа, чтобы точные настройки. Такого нет и не может быть. Я просто показываю пример, как и что нужно делать, точнее, куда нужно смотреть, обращать свой взгляд. А там уже все зависит от тебя. Если тебе впадлу париться, то что ты, во-первых, смотришь этот ролик, а во-вторых, купи себе тогда комп, пойди поработай, заработай, стань на улице, в метро, напиши, надо комп, срочно, 228. Все, заработай себе на комп и играй себе с миром. Мы же ставим, я же говорю, либо 2, либо 3, либо 4, выше не советую. И нажимаем Apply Changes. Если вдруг пропали текстуры,
клавиатуры, что-то случилось, потерялся комп, либо сгорел, снова пишешь в профиле Players Now Battleground и нажимаешь Restore Profile NVIDIA Defaults. Смотри, раз, два, и у нас все это сбросилось. И нажимаешь в очередной раз Apply Changes. Ну и последняя немаловажная фишка — это Discord. Почему? Потому что те, кто играют в PUBG, в основном играют с друзьями. А что значит? Правильно используют Discord. Если что, вот мой сервер Discord, можешь подключаться, можешь какой-то бред тут написать, я не знаю, короче, подпишись одним словом. Нажимаем настройки пользователя, кстати, ссылка в описании, да. Опускаемся в самый низ, находим расширенные, аппаратное ускорение мы отключаем. То есть нужно эту галочку убрать влево и нажимаем ОК. Я думаю, ничего сложного в этом нет, во всех этих настроечках делается один раз, после этого залетаешь в PUBG и наслаждаешься, если невысоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Это уж точно. Как говорится, до скорых встреч.